Привет, друзья! Прямо сейчас в Германии появляются новые правила и дорожные риски для водителей. Сначала разберем с вами, почему двойная пунктирная линия разметки ставит в тупик даже опытных автомобилистов, какие строгие предписания она регулирует и как правильно вести себя на таких редких участках трасс. Далее в выпуске, что означает необычный желтый плакат на АЗС и какое топливо покупать выгоднее. Затем обсудим схему, где мошенники устанавливают жесткий 24-часовой срок для водителей и требуют деньги. А в завершении сводка о фальшивых распродажах от имени сети супермаркетов Lidl. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья мои, на некоторых шоссе вместо обычной сплошной линии появляется сдвоенный пунктир. Стандартные правила учат нас простому принципу: пересекать сплошную линию запрещено, а вот прерывистая разметка допускает маневр или соблюдение установленных требований. Исследование картографического бюро сегодня том при оцифровке скоростных участков показывает, что нестандартная разметка может вызвать секундное замешательство у водителей. Сдвоенный пунктир по центру дороги не стал исключением из этого правила. Тот факт, что прерывистая линия продублирована дважды, служит очень специфической задачей. Правовой эксперт автоклуба АДЦ Александр Шнарц пояснил, что такое необычное, скажем так, сочетание линий на асфальте предупреждает о скором введении ограничений на определенные маневры опережения. То есть, по сути, перед нами участок дороги с особой конфигурацией рядов, созданной для повышения безопасности движения. В материалах страхового союза ФАУ отмечается, что специальные решения на опасных трассах могут снижать риск лобовых столкновений. Обычное двухполосное шоссе на конкретном отрезке расширяют до 3 рядов, выделяя тем самым дополнительную полосу для опережения, а вот встречный поток при этом отделяется двойной разметкой. Как заявляет Александр Шнарц, на данный момент в Германии нет на самом деле единого общенационального регламента для сдвоенного пунктира. На практике здесь работают те же самые правила, что и с обычной прерывистой полосой. То есть маневр опережения разрешен с обеих сторон, если это допускает дорожная обстановка. Однако, друзья мои, этот маркер требует особого внимания, поскольку часто превращается в комбинированную разметку, где одна из линий становится, что правильно, сплошной. В такой зоне обгон ограничивается только для одного движения. Консультанты правового портала Geblitz отдельно отмечают, что автоматическая фотофиксация на подобных участках может становиться причиной спорных ситуаций при оценке дорожной обстановки. Пересекать черту нельзя со стороны именно сплошной линии. На основе каталога штрафов, который регулярно анализируют специалисты страхового концерна Allianz, за обгон вопреки запрещающей разметке без создания аварийной ситуации, внимание, может быть назначен штраф 30 евро. А вот дальше, друзья мои, изменение цен на бензин заставляет искать все-таки нас с вами реальные способы экономии, и на крупных немецких автозаправках для этого появился специальный ориентир. Напомню, что еще с 2021 года на многих станциях действует обязательный желтый плакат, который наглядно показывает стоимость, внимания, 100 километров пути на разных видах энергии, от классического бензина и дизеля до газа и электричества. Европейский Союз внедрил этот стандарт, чтобы помочь нам с вами, людям, сравнить расходы перед покупкой новой машины. В отчетах аналитического отдела концерна Mercedes-Benz такое сопоставление затрат называют одним из факторов, влияющих на выбор водителями альтернативной тяги. Таблицу размещают, напомню, на видном месте, то есть у кассы или рядом с топливной колонкой. Министерство обновляет эти данные, внимание, 4 раза в год, используя средние показатели за прошлые 3 месяца. Однако такое информирование обязательно только для АЗС, где установлено больше 6 колонок с разными видами топлива. Маленькие частные заправки освобождены от этого правила.
В свежем обзоре инфраструктуры снабжения транспорта, составленном специалистами энергетической группы ЭОН, отмечается, что обязательные информационные стенды устанавливаются преимущественно на крупных сетевых комплексах и автобанах. Из почти 14,5 тысяч действующих заправок по всей Германии такое объявление можно встретить примерно на 1500 станциях. Сама таблица устроена максимально для нас с вами понятно. Например, в редакции от февраля 2026 года используются официальные ценники за четвертый квартал 2025 года. Нам с вами наглядно там показывают, сопоставляют расходы на 100 километров пробега для двух ключевых категорий машин: малолитражек вроде Volkswagen Polo или Opel Corsa и модели среднего класса вроде Volkswagen Passat и BMW 3. Согласно рыночным сводкам экспертов оценочного маркетплейса Leasing Market, именно такие транспортные средства сегодня широко представлены в корпоративных автопарках страны. Расчеты ведутся по 3 популярным авто в каждом сегменте на базе европейского тестового стандарта, а соответствующие данные публикуются Федеральным министерством экономики. Давайте прямо сейчас вместе с вами взглянем на конкретно сухие цифры министерства для компактных малолитражек, и картина вырисовывается здесь крайне любопытная. Поездка на 100 км на бензине Super E5 обойдется вам в 10,36 евро, тогда как стандартный Super E10 снижает планку до 10,2 евро. Дальше классический дизель B7 показывает более низкие расходы, требуя всего лишь 7,72 евро. Интересным также вариантом стал и автогаз LPG, который опустился до отметки в 7,14 евро. Но, друзья мои, самым экономичным вариантом оказалось электричество, всего лишь 5 евро за аналогичный пробег, а вот по природному газу и водороду данных для этого класса просто-напросто нет. Дальше. Для солидных, скажем так, премиальных моделей среднего и высшего сегмента расходы возрастают. Топливо Super E5 потребует уже 13,64 евро, а переход на Super E10 снизит траты до 13,19 евро. Дизель B7 обойдется владельцу в 8,37 евро. Что примечательно, кстати, сжиженный автогаз в крупном классе внезапно оказывается еще на самом деле дешевле, составляя всего лишь 6,53 евро. А вот зарядка электрокара потребует 5,30 евро, в то время как заправка чистым водородом обойдется аж в 13,25 евро. И здесь важно на самом деле понимать, данная таблица отражает не текущие ценники на табло, а более ранние сведения. Например, из-за недавних событий, вы знаете, я вам рассказывал, на Ближнем Востоке бензин подорожал, а на плакатах на АЗС до сих пор висят цифры за конец или начало 2025 года. Но, друзья мои, даже с учетом этого электричество остается все-таки одним из самых экономичных вариантов. По данным экономического прогноза аналитиков инвестиционного банка Deutsche Bank, долгосрочная стабильность тарифов на зарядку делает данный сегмент более предсказуемым для планирования семейного бюджета. Наглядное такое вот информирование желтых плакатов как раз призвано помочь автомобилистам лучше сравнивать свои расходы. Сегодня потребительские опросы в Германии показали, что больше 80% граждан считают свои знания об альтернативном топливе недостаточными, а 55% прямо заявили, что детальные расчеты могли бы повлиять на их решение при покупке машины. Также в сводке экологического фонда Greenpeace подчеркивается, что бензин и дизель выставили в один ряд с электричеством и водородом, чтобы разница в стоимости поездки была понятна с первого взгляда. И это еще не все на сегодня. Прямо сейчас по Германии распространяется новая волна мошеннических сообщений, способная быстро привести к финансовым потерям под предлогом фиктивных долгов. Злоумышленники массово сегодня рассылают поддельные электронные уведомления о якобы неоплаченных дорожных взысканиях, то есть штрафах. В этих фальшивках мошенники используют жесткое психологическое давление фактором времени
и размещать вредоносные ссылки на подставные административные ресурсы. По данным свежего отчета по цифровым угрозам от IT-корпорации SAP, подобные спам-атаки прицельно затрагивают не только частные ящики граждан, но и корпоративную почту сотрудников крупных немецких предприятий. Мошенники штампуют, скажем так, письма с кричащими заголовком о важном ведомственном уведомлении в Германии, маскируясь под официальный портал федерального правительства. В тексте утверждается, будто сумма вашего штрафа за превышение скорости была серьезно увеличена из-за игнорирования прошлых напоминаний. Ради срочного погашения пени получателю предлагают немедленно войти на поддельный сайт. На основе технической сводки, опубликованной IT-лабораторией Avira, злоумышленники специально создают точные копии государственных интерфейсов, чтобы снизить бдительность людей и получить реквизиты кредитных карт. Мошенники устанавливают жесткий 24-часовой срок на погашение задолженности. Попутно в текст зашивается обещание сделать скидку при моментальной транзакции и предупреждение об увеличении суммы взыскания, если ответ не последует. Распознать этот обман на самом деле очень, друзья, просто. Первым тревожным сигналом всегда служит безличное, то есть холодное приветствие в стиле «уважаемый пользователь», а также подозрительный корявый адрес отправителя. Согласно инструкциям по информационной безопасности, которые регулярно рассылает клиентам финтех-платформа N26, легитимные ведомства и банковские структуры никогда на самом деле не используют сторонние сокращенные ссылки для проведения платежей. То есть любое обещание быстрой финансовой для вас выгоды – это классическая приманка. Что же делать, если на ваш электронный ящик прилетело подобное фишинговое уведомление? В недавнем обзоре методов социальной инженерии, подготовленной IT-специалистами телекоммуникационного холдинга 1&1, пользователям настоятельно рекомендуют проверять доменное имя отправителя через ручной ввод, а не переходить по готовым ссылкам. Любые сомнительные сообщения следует игнорировать и сразу отправлять в папку со спамом без ответа. Проверить реальное наличие дорожных издержек и штрафов, я напомню, можно только при личном обращении в полицию или через верифицированные государственные порталы. Внимательно, друзья мои, изучайте строчку отправителя. Мошенники маскируют под вывесками известных ведомств. Но все-таки детальный взгляд на фактический их адрес почты или номер телефона может быстро выдать подделку. Всегда ищите мелкие опечатки, переставленные местами буквы или слишком длинные, скажем так, подозрительные окончания доменов, включая необычные дефисы в названиях, которые официальные структуры обычно не используют. В аналитической сводке, опубликованной IT-департаментом коммерческого банка Коммерцбанк, подробно разбираются примеры таких подмен, когда визуальная вроде бы идентичность интерфейса сайта полностью копирует оригинальные цифровые сервисы. Главное, не реагируйте на агрессивное давление. Мошенники намеренно создают искусственный дефицит времени, заявляя о возможной блокировке личного вашего кабинета ровно через 24 часа или выставляя, например, фальшивый статус последнего предупреждения. Серьезная финансовая структура на самом деле и провайдеры не используют подобные, скажем так, жесткие ультиматумы в текстовых сообщениях. Всегда перепроверяйте адреса перед кликом. На обычном компьютере достаточно просто навести курсор на текстовую ссылку, чтобы увидеть реальный веб-адрес шлюза. На экране смартфона для этого нужно аккуратно нажать и просто-напросто удерживать маркер пальцем. Как сообщают технические консультанты телекоммуникационной сети O2, современные встроенные фильтры безопасности мобильных операционных систем способны буквально на лету блокировать большую часть подобных переходов. Но окончательное решение, друзья, всегда остается за вами, за пользователем. Также запомните главное правило: любые требования ввести пароли, секретные пин-коды, защитные коды ТАН или реквизиты ваших кредитных карт по ссылке из сообщений из почты – это серьезный признак мошенничества.
Легитимные финансовые институты не станут у вас запрашивать такие конфиденциальные сведения через обычный email или чат. В недавней сводке экспертов Страхового союза Эрго детально описываются случаи, когда доверчивые клиенты лишались крупных сумм на балансе, добровольно, друзья, одобряя транзакции на подставных сайтах-двойниках. Также критически важно вчитываться в орфографию и структуру самих фраз. В официальных отчетах по кибербезопасности аналитики IT-концерна Bosch отмечают, что автоматические алгоритмы генерации текста все еще оставляют явно стилистические следы и неестественные, скажем так, речевые обороты. Вместе с этим немецкий финансовый регулятор BaFin выпустил предупреждение о сомнительных кредитных предложениях от компании Bürger Finanzservice, которая заявляет о партнерстве с Федеральным банком Германии. А вот дальше, друзья мои, прямо сейчас вокруг супермаркетов Lidl разворачивается еще более масштабная мошенническая схема, нацеленная на банковские карты покупателей. В мессенджерах активно распространяется реклама крупной распродажи, которая заманивает покупателей под брендом Lidl на поддельные веб-ресурсы с нереально выгодными ценниками. Дизайн сайтов до мелочей, просто до мелочей копирует фирменный стиль дисконтера, однако сам адрес, ссылка страницы не имеет отношения к реальной розничной сети и содержит множество тревожных признаков. С подобными фейковыми страницами-дубликатами сталкивается служба безопасности маркетплейса Zalando, когда злоумышленники пытаются копировать карточки популярных брендов одежды. Поддельное объявление перенаправляет пользователя на сторонний подозрительный домен. Как объясняют эксперты независимой организации Mimikama, имя портала в строке браузера может быстро выдать подделку. Дополнительно на странице видно явно несоответствие, то есть баннер громко рекламирует фирменную технику для дома и сада Parkside от Lidl, а купить предлагают школьные рюкзаки из 7 предметов. Мошенники создают эти фальшивые каталоги с помощью простых автоматических скриптов. Например, защитные фильтры на платформе Amazon отлавливают и удаляют подобный спам еще до публикации, так что даже мы с вами, обычные пользователи, его даже не видим. Контент на самом деле, друзья мои, легко распознать по глупым текстовым ляпам, отсутствию пробелов между словами и необычной смеси немецких фраз с английскими выражениями. Дополнительное психологическое давление создает выскакивающий красный такой таймер обратного отсчета времени, наверное, вы видели, который искусственно повышает ощущение срочности и заставляет верить, что до конца крупной распродажи в супермаркетах Lidl остались считанные мгновения. Сам логотип известной торговой сети мошенники используют исключительно ради маскировки, а сам сайт размещен на стороннем сервере. Представители портала Mimikama настоятельно призывают закрывать такие вкладки сразу. Если же, друзья мои, вы уже ввели реквизиты карты и провели транзакцию, немедленно звоните в службу поддержки своего банка на горячую линию, требуйте блокировки счетов, меняйте пароли и подавайте заявление на чарджбэк. Регулярное списание денег через такие подписки мошенники маскируют под мелкие повседневные евровые расходы. Списания с ваших счетов идут под видом покупки обычных, например, проездных билетов в автоматах Deutsche Bahn или мгновенной оплаты парковки, чтобы транзакции в несколько евро просто-напросто затерялись в общей массе ваших ежедневных трат. Но запомните, любыми скидками и акциями можно безопасно пользоваться исключительно через официальные магазины и фирменные приложения самих продавцов. Сегодня, друзья мои, в социальных сетях постоянно мелькают агрессивные приманки, реклама с бесплатными конкурсами или подозрительно дешевыми товарами. Цель здесь одна – выудить ваши персональные данные и получить доступ к средствам на картах. Причем хитрые разные механизмы таргетинга умудряются подсовывать эти поддельные розыгрыши даже тем людям, кто просто-напросто планирует отпуск и подбирает семейные отели через сервис TUI. Злоумышленники бьют точно по целевой аудитории, рассчитывая на невнимательность обычных граждан.
Онлайн-схемы вышли также и на новый уровень. Например, полиция земли Северный Рейн-Вестфалия предупреждает об этой проблеме. Злоумышленники запускают профессионально скопированные торговые площадки, которые выманивают деньги за счет украденных фотографий, да, друзья, и фальшивых ценников. Получив аванс от вас, продавцы присылают дешевые товары или перестают выходить вообще на связь, а для объяснения ситуации ссылаются на технические сбои у них на складе. Как я сказал, главным признаком подделки часто служит несоответствие в адресной строке и требование полной предоплаты перед отправкой посылки. С подобными схемами работают сертифицированные бухгалтерские платформы, включая облачные B2B системы Zevdex, где автоматическая сверка платежей, реквизитов помогает исключить эти сомнительные транзакции буквально в ручном режиме. Дополнительно мошенники размещают на страницах поддельные знаки качества, копируют логотипы известных аудиторов, используют некачественный машинный перевод в юридических соглашениях и массово публикуют одинаковые положительные отзывы без отрицательных. Внимательный аудит юридического раздела на этом сайте помогает повысить вашу безопасность. Если же, друзья мои, вы видите, что на странице полностью отсутствуют прямые контакты администрации, имена уполномоченных директоров или проверяемый номер записи в официальном торговом реестре, лучше сразу закрыть вкладку и уйти с этого сайта. Например, проверить коммерческий регистрационный номер компании Handelsregister номер и физический адрес продавца в Германии можно за пару минут через открытые государственные базы данных. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду вас ждать здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про правила обгона на автобане в Германии, желтые плакаты на АЗС, фишинговые уведомления и поддельные распродажи под маркой Lidl, обязательно подписывайтесь, поставьте лайки, спасибо за просмотр, до самого конца.